Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Такие куличи будут точно главным угощением на Пасху. Это тот рецепт куличей, который, я уверена, ищет каждый. И скажу честно, удачный. Давайте приготовим. Но чтобы не пропустить новые рецепты, нажмите на колокольчик и выберите все уведомления. Также внизу оставляю ссылку на рецепты других куличей и глазури к ним. Просеиваем в большую миску или кружку 200 граммов муки. Просеивание нужно для того, чтобы разбить слежавшиеся комочки. Подогреваем до 38-40 градусов молоко. Использую жирностью 2,5%. В объеме 370 грамм. Отмеряю на весах. Без термометра можно также определить температуру по вашей руке. Ей должно быть комфортно. Молоко не должно обжигать. При вливании в муку комнатной температуры температура жидкости снижается и получаем массу около 36 градусов. Самая оптимальная для дрожжей. Поверх рассыпаем дрожжи. Сухих здесь 17 грамм. Если свежие берете, достаточно 50 грамм. Для сдобного теста на килограмм муки это вполне нормально. Так как тесто для пасхальных куличей сдобное, очень насыщенное, дрожжи нужно сначала пробудить, активировать, чтобы им было легче в дальнейшем и их подъему не мешала сдоба. Оставим на 1-3 часа. Можно оставить и на ночь, как располагаете временем. Ароматизировать куличи буду кардамоном. Вместо него можно смело взять пакетик ванилина или пакетик ванильного сахара. Можно взять уже готовый, молотый. У меня он в зернах, поэтому очищаю его от шелухи. Кардамон измельчаю с чайной ложкой сахара. Так быстрее и легче получить порошок. Также можно использовать цедру цитрусовых, но все вместе не стоит. Теперь займемся яйцами. На 1 кг муки нужно их 7. Если крупные, то достаточно 6. Разбиваем каждое яйцо в отдельную посуду, чтобы не испортить одним плохим яйцом все остальные. Такое тоже возможно. Лучше, конечно, достать все продукты накануне по списку и довести их до комнатной температуры. А если не успели, ничего страшного, выдержите хотя бы пару часов. С слегка прохладными ингредиентами тоже все получится, просто может понадобиться больше времени на подъем теста. Белки собираем в одну миску, желтки в другую. Взбиваем 7 яичных желтков с добавлением сахара. Вводим порциями. Всего сахара понадобилось 400 грамм. Причем куличи будут в меру сладкие. Можно добавить на 50-70 граммов больше, если любите очень сладкие. Но не забывайте про глазурь. Она, конечно, дает дополнительную сладость. Немного сахара из общего объема, около столовой ложки плюс-минус, оставляем для яичных белков. Яичные желтки уже взбиты, стали белые и увеличились в объеме. Здесь не стоит добиваться прямо растворения сахара, вот так будет достаточно. Далее чистыми и сухими венчиками взбиваем яичные белки. Их здесь тоже 7. Высыпаю в процессе 5 граммов соли и остатки сахара. Для чего взбиваются белки? Все просто. Чтобы насытить тесто дополнительным воздухом, который образуется при взбивании, а также чтобы разбить сам белок. Так он не сделает тесто плотным, как обычно бывает, если добавлять целый. Я думаю, вы это знаете на примере обычных булочек. Опара у меня простояла ровно 3 часа. Через час она будет максимально пышной, а потом слегка оседает и приобретает немного другой запах. Как раз этот аромат и свойственен куличам. Перемешаем. Берем большую кастрюлю или чашку. В моем случае это вот такая большая кастрюля, похожая на казан. Теста получится много, ему нужно место для роста. Выкладываем опару. Следом сливочное масло в количестве 350 грамм.
Посмотрите, какое оно уже стало, постояв при комнатной температуре. Жирность масла 82,5%. Далее отправляем взбитые желтки вместе с сахаром и кардамон, либо ванилин, в общем, что вы выбрали. Перемешиваем лопаткой тщательно. Кстати, кто-то говорит, что нужно мешать тесто только по часовой стрелке. Вы верите в такие приметы? Добавляем муку. Остается у нас 800 грамм. Добавляем именно частями, чередуя с яичными взбитыми белками. Хочу отметить, что тесто получается очень ароматным уже на данном этапе. Кардамон советую вам попробовать именно для ароматизации. Получается необычно и как-то нежно даже. Также повторюсь, если сокращать время на подъем опары до 30 минут, использовать не теплые, а слегка прохладные яйца и сливочное масло, тоже все получится, это проверено. Обычный человек даже не заметит разницы. А что касается подъема теста, за его пышность, конечно же, отвечают дрожжи. И неважно, сухие они или прессованные. Главное, чтобы были рабочие, свежие и обязательно проверенные. И самое важное, соблюдайте последовательность закладки продуктов. Их пропорции не менее важны. Тем временем в тесто уже введены яичные взбитые белки и последняя оставшаяся часть муки. Напомню, что в тесте ровно килограмм муки, вместе с той, которая использовалась для опары. При желании на данном этапе вы можете тесто вымесить руками в течение 5-7 минут минимум. Тогда куличи будут меньше крошиться после остывания на 2-3 день. Собираем тесто в ком, накрываем, оставляем для брожения в теплом месте. Ни в коем случае не ставьте возле батареи, там невозможно контролировать равномерный нагрев. Уж лучше поставьте в духовку, слегка разогретую и выключенную, если в доме прохладно. Также нужно подготовить наполнитель для теста. Снова выбор за вами. В моем случае желтый изюм в количестве 200 грамм. Изюм я не замачиваю. Заливаем пока кипятком, затем хорошо промываем и отжимаем. Но это тоже по вашему желанию, можете замочить обычным чаем, коньяком, ромом, либо апельсиновым соком. Также беру для наполнителя 100 граммов орехов, фундук и миндаль. Заливаю на несколько минут кипящей водой. Прошло где-то 3-4 минуты, орехи уже легко очищаются. Конечно, можно себе упростить работу, взять уже очищенные и поджаренные орехи. Кстати, можете еще использовать цукаты, вяленую вишню, клюкву вяленую, сухофрукты и так далее. Но выбирайте 1-2 ингредиента, все вместе лучше не стоит. Общий вес наполнителя 300 грамм. Орехи обязательно остудим и измельчаем в разную по размеру крошку. Также вы можете порубить ножом. Все-таки я выбираю вариант с измельчителем, чтобы в тесте чувствовалась мелкая ореховая крошка. А тесто у нас готово. Ему понадобилось 2 часа, чтобы увеличиться в объеме больше, чем в 2 раза. Тщательно его осадим. Теперь время добавлять изюм и орехи. Обычный изюм, кстати, смешивают с мукой. Но в данном случае эту роль выполнит ореховая мелкая крошка. Она также поможет распределиться наполнителю равномерно в тесте. Не менее важный момент. Пасхальное тесто на этом этапе нужно вымесить 5-7 минут. Если есть достаточно мощный миксер, можете воспользоваться им. Повторюсь, это нужно, чтобы тесто меньше крошилось после полного остывания. Тесто получилось хорошим, не прилипает к стенкам посуды, но при этом слегка липнет к рукам. Теперь еще важный момент – раскладка теста по формам. Если теста положить много, то при выпечке оно увеличится, и куличи могут образовать слегка поехавшую верхушку.
или вовсе часть теста вытечет из формы. Чтобы этого не происходило, не наполняйте формы больше, чем на 1/3. Например, для формы 9 на 9 нужно 270-280, можно 290 в крайнем случае, граммов теста. Для других форм граммовку я расписала также под видео, рядом с ингредиентами. Из теста на килограмм муки вышло ровно 9 куличей в форме 9 на 9 и 1 куличик небольшой в форме 9 на 7. Конечно, куличи сразу в духовку не ставят после раскладки по формам. Накрываем, чтобы не было сквозняка и перепада температуры. Оставляем перед выпечкой до увеличения в объеме минимум в 2 раза. Час прошел, и смотрите, как куличи поднялись. Кстати, подниматься им нужно сразу на той решетке, на которой вы собираетесь их выпекать, чтобы лишний раз их не тревожить. Ставим аккуратно в разогретую духовку до температуры 190 градусов, на низ, нагрев верх и низ, без конвекции. Убавляем температуру до 170 градусов, 180 градусов, если газовая духовка. Куличи выпекаем до румяного верха и сухой палочки, которая будет при протыкании середины кулича. Выпечка в моем случае заняла 30 минут. Достаем куличи, остужаем их в бумажных формах прямо на решетке. Если формы металлические, то куличи лучше извлечь спустя пару минут и, положив их на бок, на решетку с полотенцем, поворачивать периодически, чтобы они не сели вдруг. Дать полностью остыть. Посмотрите, какая красота! Еще хочу сказать, что время выпечки зависит напрямую от размера кулича. Подробно все расписала также под видео. Куличи остается украсить после остывания глазурью на ваш вкус. Чтобы не повторяться каждый раз, я сделала одно видео из 4 разных рецептов. Ссылка прикреплена внизу. Выбирайте любую. Что касается глазури, если она будет из белков, белок оставьте, а желток добавьте в тесто. Лишним не будет. Пасхальные куличи, когда снимают видео, обычно все показывают сразу. И, конечно, свежие они будут идеальные, но а что после? Узнаешь только тогда, когда сам приготовишь. Поэтому я показываю вам куличи уже спустя через сутки. Ведь это не менее важно, потому что мы все равно их делаем заранее. У свежего кулича, посмотрите, вот такая достаточно волокнистая структура. Он уже остыл, но это я разрывала его после того, как он только что испекся. И вот такие они спустя 1 день. По мне, так отлично сохранили структуру. Мягкие, при надавливании слышно. Как мякиш издает звуки, а это говорит о его сдобности и влажности. Воздушные, несмотря на свою плотность и хорошее количество сдобы. Ну и, конечно же, мягкие даже на 2-й день. Желаю вам вкусных куличей и светлой Пасхи. Жду ваши комментарии, оценки, нравится, если приглянулся рецепт. Делитесь им с друзьями. Пока!